истории. 4-й смотрите на канале. До забора оставалось метров 20, когда тишину леса прорезали голоса. Алексей замер, превратившись в тень. В педалке девчонок впереди голос одного из охранников звучал хрипло. И это не проститутки. Хрен знает, как их заманили. Не нравится мне все это. Вроде работа как работа, платят исправно. Но утром чую, в этом доме что-то гнилое. А ты не чуешь, оборвал второй более резкий. Языком меньше болтай, платья столько, сколько ты за год на заводе не увидишь. Вот и помалкивай. Алексей в свое укрытие внимательно изучал их. Здоровые парни, один даже, кажется, поздоровее его. В детстве казалось, то крупнее, тот и сильнее. Но настоящая война быстро выбила эту дурь из головы. Рукопашные схватки, в той безумной свалке, делиться перекошенной яростью, побеждали не мышцы, а скорость, дух и умение. Алексей помнил лица тех пацанов-срочников, которые бросали на бой подготовленными. Помнил то, что видел в освобожденных аулах, растерзанные судьбы, выжженную землю. Видел изуверов и тех, кто, веря в того же Бога, спасал его парней из-под огня. Мир был расколот, и кровь лилась по обе стороны. Может, ты и прав, пробормотал тот, что пониже. Рыба собачья, и жизнь такая же. Хозяин этот, говорят, ученый был когда-то, а с людьми как со скотом обращается. Да забыла, есть такие. Деньги появились и, как в народе говорят, понесли ботинки Митю. Сам он у себя ничего не представляет. Прикрывает его серьезно. Чеченцы здесь часто трутся. Один из них вообще вроде из Кремля, чуть ли не депутат. Пойди разберись, там война, а здесь они хозяевы ходят. Купили всех, может, даже и самого президента. Где ты слышал? Только в этой стране такое может быть. Потому что власть сама свой народ боится. Ей выгодно, когда такое происходит. А если воспрянет, то сразу обвинят в национализме, в разжигании национальной розни. Не задумайся о том, что человек просто устал от унижения и оскорблений в свой адрес, в адрес своего народа, своей земли, своей страны. До чего прерывает с рождения, продолжал говоривший. Всегда считали святым гордость за свою нацию и почитание ее, и уважение к традициям и истории. Когда в их адрес что-то не то, все, ты вурдулак, и кован тебя сильную. От своих же. А если они так сразу, национальное меньшинство, отсталые нации, чушь сплюнул говоривший, выругавшись. Показуха. Справедливость должна быть. Любая нация все понимает. И то, что плохо и хорошо, с рождения дается, с молоком матери. Алексей слушал, в нем закипала холодная ярость. Он вспомнил рассказы о бизнесменах, в кавычках, из Чечни, гуляющие по столице, под крики о победе над большой Россией, пока на окраинах страны гибли солдаты. Точно говорит охранник. Власть, боящаяся собственного народа и затыкающая рот любому, кто заикнется о чести нации. Это было реальностью, в которой ему приходилось жить и служить. Недавно видел, продолжал охранник, как Кремлевский лично приезжал с охраны, 2 КамАЗа сахара пригнали. Такой черт ученому столько сахара. Да на Украине купил, здесь продал, бизнес. Да какой сахар? На такие коробы сахара не заработаешь. Алексей понимал, эти парни просто заложники обстоятельств. Нормальные ребята, но станет на его пути, и ему придется их убрать. В кино все просто. Пап, и охрана лежит. В жизни это чьи-то сыновья, которые, возможно, не знают, что охраняют убийцу и подлеца. Но здесь же и задумайся о холоде такой. О чем думать, когда свистят пули, когда летишь как угорелый, получишь с автомата направо и налево, стан боевиков. На стране страх убивает. На войне, если дашь слабину, если задумайся на секунду, станешь трупом. Алексей выжил, потому что умел перешагивать через страх. И жить будущим, завтрашним днем, что будет завтра, через день, через год, с твоей страной, с твоим народом, братьями, сестрами, отцом и матерью, жизнью, что ты не имеешь права погибать. То не надо думать об этом. Значит, так судьбой предназначено.
плечо и двинулся в сторону леса. Прямо на Алексея. Можно было отвлечь его броском камня, но профессионал сразу раскусит такой маневр. Алексей действовал иначе. Словно кошка, он распластался по земле и бесшумно пересек расстояние за ствол вековой сосны. «Что там?» — спросил охранник у забора. «Слушай, такое чувство, что мы здесь не одни». Высокий замер, прислушиваясь. «Осторожней», — отметил про себя Алексей. Он знал, что обладал тяжелым, почти физически ощутимым взглядом. Друзья шутили, что под его взором люди ежатся, как кролики перед удавом. Но сейчас ему была нужна не мистика, а расчет. Высокий отошел. Охранники постояли немного и направились по периметру, походу разговаривая между собой. Алексей уловил, что хотят посмотреть какие-то странные вещи у какой-то другой охраны, но не понял всех слов. Вряд ли это входило в их обязанности гулять за территорией и подглядывать за другой охраной. Что-то здесь странное творится, подумал Алексей. И что еще за охрана? Видно, где-то в глубине территории и скрытно действующий. Немного народа видел он, но по вечерам только эти. Алексей не стал ждать. Один рывок, прыжок, он уже цепился за край каменной кладки. Тело послушно и сильно выбросило вверх. Через секунду он уже лежал на широком срезе стены, прижимаясь к металлической решетке. Архитекторы допустили ошибку. Декоративный карниз поверху стены был достаточно широк, что по нему можно было не только ползти, но и идти, прижимаясь за прутья. Внешняя неприступность оказалась иллюзией. Сменившись темнотой камня, Алексей посмотрел внутрь. Дом был залит светом, и теперь каждое движение в поместье